Добрый день, доброе утро всем, дорогие друзья. Давай. I can do for you 200 pound Egyptian. After finish, you can give me bakshish. Там мы так договариваемся, чтобы поехать на Я Хатшепсут, могу сделать за 200. на долину царей. Лучший зяблик. Okay? За 200? Yes, 200. Yeah. Go to Queens Valley, Hatshepsut, and Medina Habu. Ага. Yeah. Значит, 3 экскурсии за 200 фунтов туда и обратно. After, Получается, это на получается двоих 313 человек. okay? Все. This is my car. Окей. Okay. One second. One Yes. second. Так. Ну вот, получается, на двоих человек 200 фунтов. Это сразу 3 достопримечательности. Это храм Хатшепсут, колодцы Мемнона и долина царей. Получается, на 2 по часу, а храм Хатшепсут 2 часа. В общей сложности Да. это все 5 часов займет, вся эта экскурсия. Но если так рассматривать, рассуждать, то получается за двоих $13 вся, как говорится, весь город мертвых. Ну, это нормальная как бы цена, потому что на той стороне то же самое, там цены начинаются от $27. А если в турагентствах там брать, там, по-моему, под 40-45, наверное, такие. Ну, это получается 27 за двоих, а здесь мы, получается, отдаем $13 за двоих туда и обратно, и он нас повозит. Ну, вот как-то так. Ну, ладно, будем сейчас смотреть. Сразу начинал тоже с 26, ну, Да, сейчас вроде 400 скинули. фунтов, да. Ну, в общем, будем Так, смотреть, Нама, ребята. Нама. Вова. Ashraf. Ашраф. Yes. Ашраф. Ашраф. Ну что? Вова. 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 Катя. Nice. Катя. Ашраф. Yeah. Ну что, едем? Ок. Как? Едем, ребята. Ок. Yes, here. Да. Куда? Come. Yes. А, Suda. туда? Suda. Ну что, поедем тогда? Мгм. Ну что, мы поехали, а в конце тогда уже посмотрим. Интересно, сколько он все-таки у нас возьмет денег за это такси, потому что я говорю, что договариваемся сперва за одну стоимость, а в итоге потом они ругаются, кричат вечно всегда и просят больше, правда. Ну, короче, с 400 фунтов мы сбили до 200. Поедем? Так, ребята, вот подъехала. Вот такой наш транспорт. Вот такой лимузин. Я после этого лимузина, интересно, я приду чистая или грязная? Да, А конечно. как ты думаешь? Ну- Ой, мы вообще доедем? Limousine. Welcome. Welcome, Ruski. Русский, Russian, Хорошо. Yeah. Peugeot. Ты что? Peugeot. Какая заправочная станция? Limousine petrol. Breakfast. 100. Приехали лимузин. Please. 100 Egyptian. For petrol. You have no money А сколько? for petrol. 100. 100. After finish, 100. Сразу? Yes. Sorry. А сколько у вас? 100 просто. 50. Okay. Заправились на 50. Salam. Buy limousine. Взял предоплату на заправку 50 египетских фунтов. It's 7 liter. 6, 7 liter. 7 литров. Yeah. All around this 14 liter. Finish. Yeah. Литр бензина в Луксоре стоит $0.45. 7 египетских фунтов. Ну, по сравнению с нашими ценами, да. Тут намного выгоднее иметь машину и передвигаться на транспорте. Да, мы с вами, напоминаю, находимся Луксор, Египет. И движемся на такой вот ретро автомобиле. Смотреть
колоссы Мемнона. И наш водитель. О, nama как? Yeah, Perez, Colossus Memnon. Colossus Memnon stop. 10 minutes. Ок. 10 Ок. minutes Colossus Memnon. Мы прибыли Five на French. колоссы French. Мемнона. Вот такие. Это две статуи. Это вот эти вот две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая. Это первая достопримечательность, которую смотрят туристы именно вот на западном берегу Нила, близ города Луксор. В древности этот город назывался Фивы. Да, это была столица Египта. Это получается фараон Аменхотеп III, а не Мемнона. Вот как, ну как бы в Википедии называли, что это Аменхотеп III. С этих вот две статуи, но они и изображают сидящего Аменхотепа III. Его руки положены на колени, а взгляд его обращен на восток, к реке и восходящему солнцу. Две меньшие фигуры вырезаны на передней части трона вдоль его ног. Это ты фигуры вот они, маленькие, видишь, да. да? Вот Это она, вот его она. жена Тия и мать Мутемуия. Боковые панели отображают бога Нила Хапи. А получается, своих женщин он изобразили у ног. А вот здесь, ребята, прямо у памятника происходит изготовление вот таких блоков. Блоки, кирпичи, блоки. Видите, там формы уже вот готовая. И есть, которые вот уже сохнут. Они ставят формы, набивают. Там вот получается глина и навоз. Он там дальше лежит. Перемешку. И они потом высушивают на солнце, и получается вот такая вот, Это такой вообще, материал. это вообще первоначальное предназначение вот этих вот статуй. Оно поставили для того, как охрана или не охрана, короче, перед храмом поминальным. На страже вот поставили, на страже ко входу в поминальный храм Аменхотепа. А, как стража. Да, как стража в храм этот поминальный. Смотрите, вон трещина идет. И вот это вот, видно, реставраторы. Видишь? Они завтракают, вернее. И вот они начинают реставрировать, чтобы полностью не разрушилось это все. Потому что оно все уже смыло. Нил, он постепенно это все, эту статую все убывало, короче, ну и вот то, что вот осталось из этой статуи. Да, потому что, я так понимаю, Нил широко разливался и доходил, видно, до сюда. 670 километров, получается, транспортировали вот эти вот огромнейшие камни по земле, не по Нилу, потому что по Нилу их было невозможно транспортировать из-за их вот такого вот огромного веса, только по земле. Представляешь, 670 километров. Ну да. Это все на плечах рабов, буйволов, в жару. Ну не буйволы здесь, что, верблюды. В жару по пустыне, ну вы представляете, И вот этот каково вот, это. храм, это массивный культовый центр, построенный при жизни фараона, где он почитался как воплощенный бог на земле, перед и после его отбытия из мира сего. В его дни этот храмовый комплекс был самым большим и самым роскошным в Египте.
покрывая в сумме 35 гектаров. Даже последующие соперники, как Рамзес II или Рамзес III, даже не могли покрыть такую площадь, даже как храм в Карнаке, и то был меньше. А вот с левой стороны отчетливо видно, это вот, наверное, жена. С одной стороны жена, но не буду утверждать, где жена, где мать. Ну, даже вот лик отчетливо виден. Хорошо сохранился. А еще такая здесь легенда есть, что из-за того, что статуи были раскалены, получается, да, и они издавали какой-то такой звук, ну как поющее что-то. Представляю, ну это такая легенда была. А Вполне потом возможно. он уже прекратился. Потому что я вижу щели между камнями. И Ну, когда ветер дует, и Да. происходит такой то ли свист, то ли это завывание. И вот тоже нашли такую интересную информацию, что этот же Мемнон, который изображен на статуе, Да. который сделал себе статую, это участник, Был героем. да, герой Был героем Троянской Троянской войны, войны. всеми известный. Да. И вообще Мемнон означает имя, это правитель утренней зари. Вот интересно, вот когда я говорила про эту легенду, ну и говорят, что вот и в 5 часов утра все равно эти звуки еще слышны, и после 7 вечера. Интересно, да? Вот Да. как? Потому что в 199 году эти звуки уже закончились, а вот там вот внизу, там они видны, эти щели, и вот именно снизу этот звук издается. Да. Ну все, ребята, мы Так что будем... двигаемся мы дальше. Да, двигаемся дальше. Оставайтесь с нами. От вас лайкосик и подписка. Ну, мы идем к нашему ретро-авто. Да, только нашего водителя что-то. Нет, он уже на месте. сидит. Он нас уже сидит. ждет. Так что Welcome limousine. Welcome, лимузин. Так, сейчас минуточку. Села. вон они, вот как выглядел этот сам Там. храм. Да. Здесь, оказывается, был очень большой храм. Вот я же говорю, Да. это храм. Это то, что осталось от этого храма. Да, и ведутся вот раскопки. Вот такой вот был большой храм. Вот первые 2 статуи, потом следующие. И вот до сих пор, как вы видите, ведутся раскопки. Все по крупицам. Ребята раскапывают и слаживают. Да, видите, насколько засыпаны статуи, что их пришлось откапывать. Расскажи, когда ты дрин? Когда? Cause camera no. Э, No problem. На камеру не хочет рассказывать, но мы вот сейчас разговорились, и я спросил, просто он сейчас вот употребляет чай здесь прямо в машине. Я спросил, употребляет ли наш новый Текила. друг. На камеру он не захотел отвечать, но сказал, что после захода солнца, когда солнце садится и Аллах не видит, он немножко употребляет текилу. Так что This Deir al-Madina. тоже Work is употребляют. village. Work is village. Deir al-Madina.